должна быть моя большая посылка. 41. 41? Большая, да, коробка должна быть. Есть? Посмотрим. Не меньше такой. О! Отлично. О, такая вот коробочка. Она? Кажется, она. Можно скрывать? Кажется, оно. О, да. Есть пломбочка. Ну, а работоспособность проверим дома. Посылочка с Озона. Это NAS или домашний сервер. Интернет-облако. Типа Яндекс.Драйва, Google Диска, там Microsoft есть OneDrive, по-моему, iCloud у Apple. Это все теперь мое личное. Все эти подписки нахрен, все удаляю. Коробочка на 120 терабайт. Аксессуары, в общем, пока положим сюда. Это сам NAS. Ой, вот такая маленькая обувная коробочка. Вот сюда уберу. Посмотрим сначала, какие аксессуары есть. Плюс это значит, что у него более навороченная начинка. Аппаратная там. Процессор помощнее, чем у обычной версии. Бумажка просто. Ну, вижу только вроде как все на китайском. Пока в стороночку. Здесь у нас что? Упаковано, я вам скажу, ребята, неплохо. Адаптер питания. Кабель интернета, да, обычный. И скрюдрайвер, отвертка. Наклеечки, пандочки, ё-моё. Это что за провод? Что-то тут капец много всего, вау. Ну-ка, ну-ка. Интернет, HDMI, что это за провод? Я даже понятия не имею, что такое. Два вот таких вот маленьких ключика, чтобы открывать этот сервер, ставить туда жесткие диски. Следующий провод. У меня такой розетки нет. Караул, спасите, помогите. Переходник спасет, да? Вот, такая вилка у меня есть. Вот, пожалуйста, обычная розетка. Да, все, отлично подошло. Да, это отверточка, и здесь, ну, я не знаю, штук 10, наверное, болтов. Ой, еще одна вилка, только уже белая. Ладно, пока рядом положим. Здесь что? Ага. Это блок питания, да? Или адаптер питания. Это просто прокладочка, силиконовая термопрокладка. Может, и не силиконовая, в общем, какой-то особый материал для термопрокладки. Да, и вот он, последний провод для интернета. Их даже два с такими золотистыми контактами. Два провода интернетных. Почему? Потому что сама эта коробочка у нас подсоединяется к интернету. Можно ее к компьютеру подключить, тоже через интернетный кабель. Все будет работать через интернет. Это домашний сервер. С любой точки страны ты можешь закачивать, скачивать свои видео, фотографии. В общем, ну как обычное облако, как обычный Google Диск. Металл здесь, поэтому она вот такая вот тяжеленная. Вот это вот современный iCloud. Домашний, личный, без всяких подписок. На 30 терабайт раз. 60, 90, 120. Сзади вот это фильтр на магнитике. Вот такая вот сеточка магнитная. Я ее снял, пропылесосил, помыл. Все. Снизу вот такие прорезиненные ножки. Спереди еще один USB-C есть, USB-A и есть еще вот такой вот картридер, да, для флешек. Вау, какая она тяжелая. Слушайте, ну на скидку килограмм 5. Пронумеровано, все красивенько. 1, 2, 3, 4. Вроде как нажимаешь, оп, открылась. Достаешь. И сюда ставишь жесткий диск. И потом обратно туда вставляешь. Ничего прикручивать не нужно. Болты нужны для того, чтобы снимать вот эту нижнюю крышку и расширять память. Сюда можно поставить два SSD диска M2. 3 USB разъема сзади, 2 разъема интернетных, один на 2,5 гигабита в секунду, один на 10 гигабит в секунду. Вау, ну вообще офигенно. HDMI, один синенький разъем USB 3.2, два черненьких, наверное, обычный стандарт, и один разъем для сетевого адаптера.
Начинаю я с одного жесткого диска. С одного жесткого диска на 16 терабайт. Потом постепенно можешь добавлять сколько угодно. Максимум можно 120 терабайт. Я не знаю, кому это надо. Это еще, наверное, продавать, можно память. VD Red Pro. Вот этот жесткий диск. Есть наклеечка вот такая вот. Правда, она для китайцев сделана на китайском языке. Ее нужно снять. Там описывается, как ставится этот жесткий диск сюда. Просто так отклеиваем. Нажимаем, тянем, открывается. И здесь вот такие вот маленькие штырьки. 4 штырька для одного отверстия, для второго и с другой стороны столько же. И просто зажимаешь до щелчка. Все, жесткий диск офигенно круто закреплен. Никаких шурупов, ничего тебе для этого не надо. Вставляешь до конца и сервер готов. Подключаем. Давай-ка мы открутим снизу его сейчас сразу. Посмотрим. Вот эта вот коробочка. Туда устанавливается дополнительная память. На борту у него сейчас с завода идет оперативной памяти 8 гигабайт. DDR5 самые крутые, но всего 8 гигабайт. Расширяется до 64. Там 2 слота. Где у нас скрюдрайвер? Hey, screwdriver! Come on, ты где? Вот он. Не вытащили ли у нас там по дороге из Китая где-нибудь на таможне эту память оперативную платочку? И здесь же ставятся 2 SSD диска M2. Это так они называются. Вот она, да, платочка на месте. Вот один разъем, второй разъем. Вот она сама платочка на 8 гигабайт. И вот здесь 2 NVMe, один и второй. В общем, вся фишка этого устройства в программном обеспечении, ребята. Потому что сервер это не просто коробочка, которая подключается к интернету. Это еще и программы, специальные программы, программное обеспечение, которое позволяет синхронизировать файлы с вашего телефона, с компьютера, с телефонов там, ваших там родственников. Все будет здесь теперь. Готово. Вот такая вот. Ой, тяжелая, такая коробочка. Запускать я буду без вот этого диска. На 1 терабайт больше 7000 мегабайт в секунду, понимаете? Вау, вот это скорости! Я не могу вжигать, все, я хочу запускать. Вот такая вот флешка, да, на 16 терабайт. Пока что у меня там стоит жесткий диск, а вообще, конечно, можно ее расширить на 120. В общем, прошло уже много времени, уже несколько месяцев прошло, когда я начинал снимать это видео. Я уже съездил в Таиланд, все отлично работало, там все, буквально все летало через интернет в любой точке мира. Спокойно открываешь там телефон свой и через интернет ты заходишь в этот архив. Ну, вообще, для чего вот этот сервер, да, ну, понятно, он для домашнего архива. Ну и все, он больше не работает. Ё-моё, я даже не знаю, что делать, что случилось, я вообще понятия не имею. Здесь, главное, все работало, буквально что-то там несколько недель, может месяц, все отлично работало. В Таиланде не работает, думаю, что такое, что блокируют из Таиланда, что ли, блин, тайские власти или что там, что происходит. Приезжая домой, в России тоже не работает. Просто через интернет, через домашнюю сеть, через Wi-Fi, без всяких проводов, через интернет работает. Но выходишь за пределы квартиры и все, ничего не работает. Я не знаю, кого в этом винить, кого, что происходит. Эта компания Ugreen нам блокирует удаленно, узнали, что в России работает их оборудование и заблокировали, да, из-за этого конфликта с Украиной или что. Я даже не знаю.